Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, как из картона и дополнительных простых и подручных материалов можно смастерить оригинальный мужской подарок в виде купюрницы с автомобилем в стиле ретро. Подробный список материалов для этой работы вы найдете в описании под видео. Для основы вырезаем одну деталь размером 18 на 9,5 см. 4 детали для бортика размером 18 на 3 см, а также 4 детали для коротких бортиков размером 8,5 на 3 см. Детали для бортиков склеиваем по 2. Внутренние детали бортиков я вырезала из гофрокартона, а наружные из переплетного картона. Ширина бортиков у меня равняется 5 мм. Длина коротких бортиков зависит от толщины гофрокартона, поэтому если вы будете использовать картон другой толщины, то обязательно это учитывайте и изменяйте длину коротких бортиков. Из пивного картона я вырезала деталь 17 на 8,5 см. Размеры данной детали также будут зависеть от толщины гофрокартона, который вы будете применять для бортиков. Для крышки вырезаем одну деталь размером 18 на 9,5 см, 4 детали размером 18 на 1,5 см и 4 детали размером 8,5 на 1,5 см. Детали для бортиков склеиваем по 2. Бортик работы выравниваю смесью шпатлевки со столярным клеем ПВА в произвольных пропорциях. Также эту смесь наношу на все стыки, а после ее высыхания зачищаю неровности наждачной бумагой. При необходимости наносим дополнительные слои шпатлевки.
Бортики работы и внутреннюю часть шкатулки оклеиваю бумажными полотенцами, применяя разбавленный наполовину водой столярный клей ПВА. Также можно использовать и обычный клей ПВА. В данном случае я использую именно столярный клей ПВА для добавления работе большей прочности. По бортику работы бумажные полотенца стараюсь приклеивать без складок, а внутри работы специально создаю хаотичные складки. На мой взгляд, такой эффект будет выглядеть более декоративным. Создавать такие складки совсем не обязательно. В своей работе вы можете выровнять поверхность при помощи шпатлевки до идеального состояния и даже не использовать бумажные полотенца или салфетки. Здесь все на ваше усмотрение. Монеты перед приклеиванием царапаем крупнозернистой наждачной бумагой, а затем обезжириваем. Я использую средство для снятия лака. Окрашиваем работу черной акриловой краской, а после ее высыхания наносим металлики. Можно использовать металлики нескольких цветов. Я применила бронзу, которую нанесла довольно плотным слоем. Затем добавила немного золота и белого перламутра. Покрываем работу несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием каждого предыдущего слоя.
Так как петли у меня были только светлого цвета, то я решила их перекрасить в тон работы. Для этого покрыла их черной акриловой краской, а после ее высыхания нанесла бронзу. Для основы машины из картона вырезаю деталь, которую затем оклеиваю тканью. Также можно применить тонкую кожу. Перед приклеиванием все пластмассовые и металлические детали обязательно обезжириваю. Окрашиваю машинку черной акриловой краской, а после ее высыхания наношу немного бронзы, светлого золота и перламутра. Покрываю машинку акриловым лаком.
Декоративные уголки я вырезала из коричневой плотной кожи. По краям работы с внешней стороны я сначала хотела приклеить полоску из тонкой коричневой кожи, но так как не смогла ее найти, то приклеила полоску из тонкой черной замши, а затем нанесла на нее немного бронзы, тем самым вписала в цветовую гамму работы. Клеевым пистолетом ставлю аккуратные точки, имитируя заклепки. Вместо этого можно приклеить готовые полубусины, которые при необходимости можно перекрасить. Также можно затемнить края купюрницы коричневой акриловой краской при помощи спонжа. Купюрница готова. Думаю, что такой оригинальный подарок, сделанный своими руками, вашим мужчинам обязательно понравится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет. Всех вас крепко-крепко обнимаю, люблю и целую. Гости канала, если вам понравились мои видео, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем моим зрителям желаю огромного потока творческого вдохновения, мира, взаимной любви, благополучия, достатка, добра
крепкого здоровья и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!